Приветствую, друзья! После успеха гибридного усилителя МТ-602 компания XDU решила закрепить свои позиции и выпустила его полную балансную версию. Назвать, как и прежде, решили по количеству используемых в устройстве ламп МТ-604. Мощности нам нормально так добавили с 1,3 до 2 Вт на 32 Ома нагрузки, и все это в классе А. То есть, если и раньше усилок раскачивал даже весьма тугие полноразмеры, то теперь у него солидно еще добавилось по запасу. Собственно, о нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел девайс в небольшой такой картонной коробке со схематично изображенным устройством и стирающимся слоем проверки подлинности с обратной стороны. В комплект нам положили набор документации и довольно массивный такой вот адаптер питания на 12 вольт 2 ампера. Да, ровно такой же, как был у второй версии устройства. Внешне сам аппарат словно сложен из двух усилителей МТ-602. Полностью металлический корпус с выемками под каждые две лампы 6G1 в форме логотипа компании, вентиляционными отверстиями по бокам и 4 силиконовыми ножками снизу. Спереди имеем два балансных выхода на наушники, это XLR и 4,4 мм пентакон, ровно такой же балансный AUX-вход и, внимание, отдельный регулятор уровня для каждого из каналов. То есть производитель вообще не стал заморачиваться, дав нам возможность самостоятельно выстраивать уровни. К слову, на глазок это сделать практически невозможно. Довершает все пропавший с обратной стороны устройство выход на акустику. Теперь там красуется исключительно 2 XLR входа и выключатель. В этом, на мой взгляд, устройство потеряло. Если раньше можно было при помощи усилителя обогатить звучание не только наушников, но и домашней акустической системы, то теперь МТ-604 это только вот усилитель для наушников. AUX-вход на пентаконе не менее спорное решение, однако это просто альтернативный вариант подачи сигнала с аудиоплеера или какого-либо другого источника. При работе аппарат ощутимо так греется, фонового шума в паузах лично я не заметил, но и нельзя не упомянуть приятный теплый свет ламп в темноте. Для работы балансные выходы моего аудиоинтерфейса Moto M4 я соединил XLR кабелями со входами усилителя, выставил уровни и через переходник подключил к нему свои любимые проводные наушники. Мощи получилось слишком уж много, поэтому я сделал это через регулятор своей звуковой карты. Так и баланс сохраняется правильным, и можно слушать даже весьма чувствительные наушники. Если у вас ЦАП, то рекомендую по возможности оставлять регулятор уровня на нем активным. Sabatch 10D, например, так умеет, иначе будет просто адски громко. Усилитель изначально заточен на тугие полноразмерные наушники, помните об этом. Замеры, как и всегда в случае использования ламп, далеко не идеальные. Впрочем, АЧХ тут показала прекрасную линейность. Уровень шума тоже очень хороший, а динамический диапазон вообще составляет 112 дБ. Плохо только с гармоническими и интермодуляционными искажениями. На них мы видим целый такой лес гармоник. Но как бы от ламп другого и не ожидалось. Именно для подобных вот эффектов их обычно и устанавливают. Взаимопроникновение каналов, на удивление, тоже на отлично. Общая оценка получается хорошо. Так что для ламповой техники это, друзья, просто шикарно. Играет усилитель сочно, насыщенно и просто безумно приятно, лишь немного сглаживая пики и чуть-чуть скрадывая детализацию. Зато звучание получается поистине фантастическим, теплым, глубоким и просто до безобразия реалистичным. Даже записи, которые у меня просто лежали для тестов, хотелось буквально заслушивать до дыр. Хороший, массивный, в меру прозрачный бас, очень мелодичная серединка и чуть ли не осязаемые верха. Вокал, как лидирующие инструменты, строится тембрально богаче, чем на чисто транзисторных сетапах. А как звучат духовые струны, друзья, просто заслушаться. В качестве источника первое время я гонял свой аудиоинтерфейс Moto M4. С ним характер звучания был максимально музыкальным, бархатным таким и очень рельефным. Однако совсем недавно у меня появился балансный ЦАП Topping D10 Balanced. С ним звучание стало куда более собранным и ярким. Рассматривая в сравнении, Moto значительно уступал этому ЦАПу в связке с героем нашего обзора. Теперь усилитель, помимо указанной выше приятной такой мягкости, получил превосходную текстурность на всем частотном диапазоне и просто отличные скоростные характеристики. Улучшилось разделение тембров и ощутимо добавилось воздуха, так что музыкальное полотно стало гораздо четче и подробнее. Хотя следует иметь в виду, что с точки зрения стилистики лампа никогда не дружила с какими-то суперскоростными жанрами. На скорости, как ни крути, происходит такое легкое смазывание аудиальной картинки. Так что, если вам нужна прям максимальная резкость, микродетали и прозрачность сцены в глубину,
то это точно не про гибридные усилители. Ну а в остальном звучание от лампы исключительно выигрывает. Вместо сухого такого мониторного звучания у нас тут сок, драйв и рок-н-ролл. Очень вкусная такая подача материала, ну прямо вот до магнетизма. Из важного следует обратить внимание на качество контента. Музыка из YouTube или всякие пережатые форматы с потерями сами по себе добавляют такой эффект расфокусировки, смягчая звучание. А если все это пойдет еще и через лампу, то может стать уж слишком жирно и музыкально. Поэтому старайтесь выдерживать золотую середину в плане качества. Тем самым получится выиграть в мелодичности и качестве проработки, и при этом сохранив это теплое аналоговое звучание и полученный объем от каждого из инструментов. В общем, кто любит глубокий харизматичный звук с хорошим запасом по мощности, это однозначно вот ваш выбор. Суммарно, гибридный усилитель для наушников XDU MT4 совместил в себе, конечно, много всяких спорных моментов, таких как AUX вход и основной выход на пентаконе, раздельную громкость для каналов и отсутствие выхода на акустику. Однако выходная мощность 2 Вт и то вот богатое сочное звучание оправдывают, на мой взгляд, все эти неудобства. На этом усилителе реально залипнуть, но очень надолго, совсем по-другому раскрыв для себя давно уже заслушанный до дыр ЦАП или звуковую карту. И это я еще молчу о фонотеке, из которой я начал слушать вообще все подряд и зачастую прям по кругу. Очень крутой усилитель в плане насыщения и раскрытия звучания источника. А если у вас что-то еще и детальное и чистое, с героем обзора получится ну просто сказка. Я остался, друзья, в полнейшем восторге. Любители теплого аналогового звука, уверен, со мной согласятся на 100%. Что сказать, молодцы XDU, опять в десяточку, реально классный аппарат. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Это был XDU MT4, гибридный усилитель с использованием аж 4 ламп. Всем пока.